один из гоблинов. Просто он заходит в эту пещеру. Он осматривается. У этого гоблина есть факел. Может, мы просто ляжем и притворимся мертвыми? Ну отлично. Да, вы делаете именно так. Этот гоблин заходит, смотрит. Он не находит здесь никого, поэтому он поворачивается к вам спиной и направляется к выходу. Что вы будете делать? Да что мы будем делать? Ничего, мы ждем, пока он свалит. Вот какое-то... Его шаги постепенно удаляются и постепенно стихают в темноте. Но я такой говорю, что... Так, тут уже становится неспокойно, надо валить отсюда, пока не пришли еще наши друзья. Слушай, может быть он один, надо было его просто свалить и тихо зарезать. И одним Так стало меньше. А он все равно ничего не увидел. Так что... Да. Слушай, так нам пускай. как-то надо выбираться, нам нужно понять, что у нас с Хэнком. А что с ним? Ты его Будем ли мы его вытаскивать? вытаскивать? Ой, подожди, это он... Извини. Я его немножко перенесла. Так, подожди. Да, вот так. Так, давай я сначала тихонько посмотрю, что там творится, а потом решим. Ты хочешь пойти на разведку? Да. Тихо, я с тобой. Брось проверку скрытности, пожалуйста. 18. Это было близко к 5. Это было очень близко. Но нет, все в порядке. У тебя получается очень скрытым прокрасться. Лотар, он очень-очень медленно крадется за тобой, он не спешит. У него пока все тоже хорошо. Куда мы направляемся? Я не знаю. Подожди, какой Открой что-нибудь. что-нибудь. Тихо, не ори, ну что ты орешь? Нет, я тебе как мастер говорю. Что? Я говорю, открой что-нибудь. Я же подошел, а ни хрена не видно. Да, Ага. хорошо. Я не вижу ничего. Хорошо. Куда идти ты? Хоть бы что-нибудь увидеть. А другой коридор? В другом коридоре, знаешь, ты видишь, что здесь такая крутая насыпь, которая уходит вниз. И она немножко так заворачивается, и ты слышишь урчание того ручья, который вы видели при входе в пещеру. И кроме того, ты видишь здесь на выступе змею, которая она свернулась, она сейчас тихо дремлет, просто свернувшись клубочком, и пока она просто спит. Понятно. Ну вот она вот так на выступе просто здесь пока. Что ты делаешь дальше? Ты пытаешься посмотреть, что дальше, да? Ну да. К змее мне не интересно. Ты видишь, что... Ничего ты видишь не вижу. мост, и ты видишь, что на мосту стоит часовой, тот самый, которого вы видели с факелом, который приходил к вам. Он сейчас повернут к тебе спиной. Ну как, не спиной, знаешь, он скорее может заметить тебя боковым зрением. Но сейчас все его внимание направлено на ручей, на вход в пещеру. Он здесь патрулирует явно этот коридор, по которому вы проходили как раз, когда заходили в пещеру, вы шли по нему. Это как раз тот самый мост, на который один из вас забрался, и как раз вас, тех, кто стоял внизу, сбило потоком воды мощным, который обрушился откуда-то из глубин пещеры. Я понял, да. Ты видишь, как Лотар идет за тобой, он немножко отстает от тебя. Он так, знаешь, подходит к тебе, трогает тебя за плечо, говорит: слушай, кажется, там где-то змея, но
Я предпочитаю сразиться со змеей, а не вот с этими гоблинами. Я думаю, что нам нужно просто сейчас... давай с этой змеей что-нибудь по-тихому сделаем. Возможно, мы ее вообще не сможем как-то не потревожить, прокрасться мимо нее. И если у нас получится это сделать, вероятно, мы сможем просто выбраться из этой пещеры вообще незаметно. Или мы все-таки будем порежем вот этого гоблина, его чем-нибудь оглушим, сейчас утащим вглубь, порежем его на куски и просто по одному по стелсу будем убирать здесь и зачистим всю пещеру. Слушай, мы можем, конечно, срулить из этой пещеры, но мы из нее срулим без снаряжения. Ты хочешь и дальше всех этой зубочисткой кромсать? Ты знаешь, наш инвентарь явно отобрали эти гоблины, и мы не найдем его где-то за пределами этой пещеры. Но мы можем добраться до населенного пункта, попросить там помощи какой-то. Возможно, нас просто смогут... Во-первых, здесь нашли с тобой сейчас немножечко золота, и на него мы сможем купить себе что-то, с чем мы можем вооружиться и прийти сюда. И уже с новыми силами, полностью восстановленные, мы можем зачистить эту пещеру. Это первый способ. Но я хочу рассмотреть второй, как бы плохая сторона этого плана в том, что пока мы ходим туда-сюда, эти гоблины могут обнаружить трупы своих товарищей и просто вызвать подкрепление. Мы вообще не знаем, сколько этих гоблинов здесь. Кто они? Вдруг придут еще более мощные, вдруг нам вообще придется начинать все с самого начала. Поэтому, может быть, мы все-таки... Я вижу, что ты чувствуешь себя уже вполне себе хорошо, и я вполне нормально уже чувствую себя тоже. Тут пара царапин осталась, это абсолютно не беда, и я не хочу даже обращать на это внимание. Я предлагаю просто всех оставшихся здесь по одному перерезать очень тихо и вообще просто... Мы доберемся до места, где они спрятали все наше снаряжение, и спокойно его заберем, и еще и у них залутаем все, что у них есть здесь. Да, я понимаю, с этим связаны определенные риски, но, понимаешь, мы не знаем, что там в этом населенном пункте, это тоже мы не знаем, как местные жители отнесутся к нам. Не забываем, мы 2 зеленых чувака, у нас сейчас все, что нас маскировало до этого, как-то прикрывало нашу личность. У нас это тоже отобрали сейчас. Сейчас все видят, мы практически с тобой стоим вообще в одном нижнем белье. Мы вообще, если сейчас в таком виде мы заявимся в населенный пункт, где живут обычные люди, обычные фермеры, да на нас остановило под ним. Ты что, шутишь, что ли? Еще с ними сейчас, с безумными жителями деревни сражаться, я не уверен, что я смогу пережить этот бой. Ладно, с дипломатией у нас всегда было херово. Поэтому давай по старинке. Это как? Это вырежем всю деревню и валим? Ребята, это просто, если зрители в курсе, это просто отсылка к нашим предыдущим играм, которые очень хорошо закончились. Просто они закончились тем, что ребята вырезали деревню мирных жителей. Это было весело. Видит Бог, мы не хотели. Да-да-да. Мастер сделал все от нее возможное, чтобы мы это сделали. Неправда. Я всегда на вашей стороне. Поводу у мастера, в общем. Но моя работа делать игру максимально интересной, ребят. Снимать с себя всю ответственность за данное мероприятие. Так, окей, я тогда... Давай тогда Подожди, я тихо... зрителям нашим немножечко карту поверну, а то немножко они уже не видят, что тут происходит. Давай. Да, вот так вот чуть-чуть сделаю. Давай тогда тихо к нему подойдем. Вот, и, соответственно, по старой схеме. Один бьет, один прикрывает. Отлично. Ну давай тогда. Так, что, мы на инициативу бросим? Кто первый ходит? Или давай, нет, давай сначала ты. Ты идешь, его бьешь, я подкрадываюсь к нему и тоже бью, я не знаю. Просто если у тебя не получится, и по каким-то причинам я тоже буду его добивать.
Давай Ой. сначала. Давай бросим на скрытность. Надо сравнить нашу скрытность с его внимательностью. 14. Ой, как это 14 было плюс близко. Ой-ой-ой, я чуть не подумала, что у тебя сейчас 14 будет 4. 14 плюс 2, да? Посмотри, сколько у тебя на скрытность модификатор. Ну, ловкость у меня 2. Ага, Значит, 14, 14 да? плюс 2. 16. 16, ага. Сейчас, подожди, я посмотрю пассивную внимательность этого товарища. Что-то я не нахожу, я что-то слепая, походу. А, вот. Все, это спокойно ты проходишь. Сейчас, секунду, сейчас я за Ладар тоже брошу. У него 18 чистая плюс модификатор, это грязная 20, то есть тоже у вас, вы просто мастера стелса, ребята. Не всегда. Давай будем честны, не всегда. Наученные горьким опытом, скажем так. К этой игре вы научились тому, как это делается, как работать тихо. Ну давай, как ты будешь это делать, как ты будешь его атаковать? Я, соответственно, пытаюсь... Он сейчас просто, знаешь, он повернулся к вам спиной, он смотрит, видимо, в сторону вот того продолжения моста. А там высоко? Да, на высоте 20 футов, значит, моя память мне не изменяет, это действительно так. Так. Ну, в общем, что, тогда... Соответственно, я его бью, потому что, мне кажется, это будет более эффективно, чем его толкать. Лотар такой, и да, я считаю, это классная идея. Если что, если ты там не можешь, я бью. Он тебе показывает практически языками, жестами. В общем, я ему пытаюсь, соответственно, воткнуть скимитар так, чтобы он зашел ему прямо в основании черепа. Давай, так, бросай на атаку. Ай, кажется, я тоже только что бросила кубик, плавно я подумала, есть еще. У меня 2 Подожди, плюс... ты не тот кубик бросаешь, нужно бросить на атаку 20. 20-ку? Да. 20-ку, окей. Да. С преимуществом, нет? Да, с преимуществом, потому что сейчас, ты в скрытности пытаешься атаковать этого гоблина, он тебя не видит. И вас сейчас Да. двое, считай, вы его не окружили, но как бы ладно, здесь просто преимущество, давай так. Не попал. Так, ну давай, смотри, Лотар, он тебя страхует. Угу. Этот гоблин, ты знаешь, ты пытаешься его ударить, но чувствуешь, что, возможно, ты слишком долго готовился к этому событию, да, и у тебя просто ты просто промахиваешься, и слава богу, этот гоблин не замечает просто твоего какого-то движения, да, он чувствует, что вокруг него как-то подвигался сейчас воздух, он просто, знаешь, такой, немножко такой поворачивается, вроде здесь, мышь, наверное, какая-то пробежала, пролетела, может, летучая, не знаю. Но он, походу, вас еще не заметил, поэтому пока это не вот прям критично выглядит. Так, давай. Сейчас Лотар, он пытается подстраховать тебя, и он... Так, у него обычный скимитар, да, тоже? Давай посмотрим, как он хорошо бросит. И это попадание. И это 4 единицы урона. И гоблин сейчас пропускает, он пока застигнут врасплох. То есть у тебя и у Лотара есть еще, Еще по ход. одному удару, да, то есть вы еще можете успеть что-то с ним сделать. Понял. Ну, тогда кидай на попадание, да? Да, ты его атакуешь. Смешно. Да. Походу, я даже уже не великий воин. Может, во мне даже переговорщик проснулся. Знаешь, Лотар видит то, как ты сейчас промахнулся. Он попытается, пожалуй, этого гоблина сбросить вниз. Лотар тогда действием перерезает веревку. На это, в принципе, не нужно особо. Давай я брошу, я не знаю, что там. Он выбрасывает 15, и чтобы это не было, этого достаточно, чтобы перерезать. Лотар перерезает веревку успешно. Мост накреняется.
Гоблин вцепляется в поручни, пытается удержаться. У него в одной руке был факел. Факел в этот момент выбрасывает из рук, чтобы уцепиться второй рукой за вот этот мост висячий. А, точно, это спас-бросок ловкость. Вот, все, я догнала. Как это будет выглядеть. Он его проваливает, этот спас-бросок. Скорее всего, он сейчас не успевает вообще даже в принципе за что-либо ухватиться. Он прямо, знаешь, вам даже разбегаться не пришлось, просто потому что этот гоблин сейчас просто летит вниз, и он получает, так, я говорила, это что у нас? 2d6, да? Сейчас, 2d6, сколько он урона получает? О, ребята, это для него смертельно. Так что товарищ разбивается о камни, вот эти, в общем, которые внизу, и вы видите, как этот гоблин просто рухнул вниз, и вода, которая, ну, вытекает из-под него, она окрашивается, знаешь, такой какой-то темный, в темную зеленую жидкость. И этот гоблин снизу вы не слышите больше ни звука. Кроме того шлепка, ну, об воду, с которым он упал, с которым упало его тело. Однако сейчас перед вами, собственно, уже, знаешь, все, что осталось от моста, у вас мост этот испорчен. То есть он как бы с вашей стороны он фактически висит вот так вниз, потом он постепенно вот, ну, выравнивается, когда уже ближе вот к другому основанию подходит, потому что там все еще его держит. Вот. А здесь доски вот они вот, ну, в общем, так вот перевернулись. Они сейчас вертикально просто смотрят вниз. Вот как-то так. Что вы будете делать? А там слезть можно с этого дела? Под вами сейчас 20 футов, ну, высота. Ну, понятно, Это там слезть достаточно можно? много. Слезть. Ты осматриваешь, ну, условно говоря, ты имеешь в виду по камням, если можно как-то... Ну да. Ну да. Здесь слишком крутой склон. То есть даже если мы попытаемся хоть за что-то зацепиться, понимаешь, ну, как бы, если как какой-то скалолаз, да, ну, то есть вам нужно, условно говоря, скалолазное оборудование, ну, чтобы вот по этой штуковине передвигаться. Просто вот по каким-то уступам здесь не получится, это достаточно гладкие стены. Понял. Такой как спуск, ну, вот именно вот то, почему можно спуститься, а именно как скатиться, да, вниз, это было там, где вы видели змею. Ну, то есть там я как раз понял. широкий достаточно спуск для одного, чтобы, ну, кто-то кубарем, может быть, да, вот, и, ну, как бы, условно говоря, ты садишься, и постепенно ты можешь съехать, но там будут камушки, ты получишь, скорее всего, какой-то урон, пока ты спускаешься вот по этой каменной насыпи, но, однако, там как раз вы можете спуститься к ручью. Но там змея, вот. Я понял, ладно. Так, я тогда на руках, ну, соответственно, зацепился за веревку и на руках пополз по мосту. Давай проверка на атлетику. Давай. Насколько хорошо у тебя получится. Давай. По этому мосту, ну, Да. проползти. О, Да. прекрасно. У тебя прекрасная физическая форма, и ты успешно добираешься до второго, как бы вот до сюда, да, давай я тебе покажу. Перемести своего персонажа вот сюда. Да, и вот если что, вы тоже здесь осматриваетесь. Вы здесь были пока на мосту. Пока ты карабкался, ты здесь осмотрелся вот так вот с двух сторон. Здесь, собственно, никого нет, ты это видишь. Да, вот здесь тебе тоже видно. Что это? Ты видишь спину гоблина, который стоит к тебе спиной. Ты хочешь что-то сказать Лотару? Лотар собирается вслед за тобой проделать все то же самое. Ну да, я ему говорю, я ему показываю показываешь, жесты. да, ему просто. Давай Да, тогда что тоже давай. такую же проверку пройдет. Давай сюда дуй. Так, сейчас мне нужно глянуть его модификатор, потому что у него спорная ситуация. О, у него +5, так что спокойно. В общем, ты видишь, как он по этой веревке крадется, но
Ты знаешь, у него он просто настолько тяжелый, он явно тяжелее, чем вы с Хэнком. И веревка, она, знаешь, она прям натягивается максимально под его весом. Ну, под твоим тоже она натягивалась, но в этот раз, вот знаешь, такое ощущение, что веревка вот-вот просто лопнет под такой тяжестью. И поэтому, ну, он очень медленный, очень осторожный, знаешь, по ней перецепляет руки. Он, кстати, атлет, ну, это просто ссылка у него, предыстория атлет, то есть он виртуозно, у него получается, ну, как карабкаться, да, но здесь опасность скорее, что действительно веревка просто не выдержит. И поэтому он осторожно, максимально осторожно, как только может, это делает, он практически боится дышать, чтобы лишний раз просто вот что-то не сделать такое, чтобы не рухнуть вниз, не издать какой-то шум. Но, однако, он успешно перемещается к тебе. Давай я его так вот тоже перемещу. И он тоже видит, заглядывает вот так к тебе через плечо. У него такое же темное зрение, как и у тебя. Он видит спину гоблина, который стоит. Тот гоблин, вы прислушиваетесь, он явно с кем-то переговаривается. Где-то в темноте ему какой-то гортанный голос периодически что-то отвечает. Там явно стоят два гуманоида и о чем-то разговаривают друг с другом. Что вы будете делать? Что мы будем делать? Что мы будем делать? Так. Лотар, может быть, чтобы с ним был повеселее драться, отвлечем их внимание, вот. И, соответственно, посмотрим, есть ли там наше снаряжение. Оно должно быть там. Идея. Но чтобы отвлечь их внимание, нужно тогда. Как мы будем это делать? Знаешь, можно вернуться на мост, можно попытаться какой-то издать звук, ну, например, бросить какой-то камень, потому что Тогда. помнишь в прошлый раз, когда мы первый раз дрались, я узнаю это место, я узнала этот мост, пока ты стоял здесь, дрался, я в это время проходил под мостом, и я попал в эту же самую пещеру. Он говорит просто максимально тихо, он практически общается с тобой жестами, чтобы просто этот гоблин ничего не услышал. Давай я немножко на всякий случай проброшу на скрытность, чтобы просто убедиться в том, что он не сделал ничего такого ужасного в этот момент, пока он пытался тебе все это объяснить. Там все хорошо, я проверила. Снизу есть проход сбоку в эту пещеру, где вот этот чувак стоит. Мы можем сделать так, чтобы они ушли по тому, ну, проверять что-то, чтобы нас А не я так и заметили. хочу. Да, я так и хочу, да. Давай тогда я стою ближе к мосту. Лотар тогда возвращается сейчас немножко на мост. Он здесь подобрал камни, он нашел какой-нибудь такой, знаешь, потяжелее, который явно вот, ну, с каким-то стуком сможет посильнее. Он просто самый крупный, который он нашел. Давай я на внимательность просто посмотрю, Сюда. насколько крупная. Вот сюда кидай. Слушай, ты знаешь, он оглядывается вокруг, он понимает то, что вокруг вас то, что вы бы хотели найти, особо ничего такого не находится на самом деле. Тут в основном какая-то такая мелкая галька, которая, ну он хотя бы пытается, знаешь, эту мелкую гальку просто набирает себе. Давай я скину на внимательность. Ну давай тогда ты ему просто поможешь, да? Давай он с Давай. преимуществом бросит. О, слушай, это прекрасно. Ты оглядываешь, знаешь, ты видишь, как Лотар уже постепенно начинает набирать в руку вот эту мелкую гальку. Ты в какой-то момент его вот так, вот, знаешь, по плечу просто хлопаешь и показываешь просто на тот камень, который он, очевидно, не заметил, который лежит поближе к тебе, но он такой, знаешь, увесистый булыжник, знаешь, такой. Лотар его берет, идет на мост, максимально просто, знаешь... Я крестиком отметил. Да, он целится именно туда. Как вы хотите бросить? Ну, то есть, объясни, что мы хотим сделать. Мы как-то Ну, сильно да, его нормально. метнуть хотим, как... Ну, то есть, можно кинуть вот так, можно кинуть как, знаешь, диск, который просто... Ну, Лотар, он спортсмен по предыстории, поэтому он может вообще, как, знаешь, это вот мужчина с диском, который вот атлет вот этот вот бросить. Мы пытаемся кинуть его так, чтобы он издал максимальное количество звуков. Лучше всего кинуть в какие-нибудь, соответственно, другие камни, которые там есть. Ну, то есть там же... Там, если что, еще есть ручей. Может, если мы в ручей попадем, то он сделает, ну, какой-то всплеск.
в принципе, он тоже может привлечь внимание. То есть вода, Он она так, только- бульк, скорее всего, какой-то такой сделает. Понятно, но как бы это может на какую-то рыбу сойти. Вот. Поэтому лучше кидать не в воду. Мгм. Лучше кидать в другие камни, чтобы он издал максимальное количество звуков. Да, давай тогда я тебя поняла. Он с использованием тогда силы, да, вот он вот так вот просто пытается Да. туда Ну да. бросить. Так, я сейчас посмотрю его модификатор силы. Па-па-па-па-па, па-па-па-па, па-па-па-па. Так, давай используем атлетику к этой всей истории. И это получается 19. Ты знаешь, он бросает этот булыжник, вот он попадает в то место, которое ты отметил на карте. Этот булыжник просто издает такой грохот, что гоблины просто оборачиваются на шум и сбегаются туда. И Лотар в этот момент, он просто прячется, он просто, знаешь, он практически в тебя врезается, он тебя как-то пытается, ну, практически он тебя толкает, да, ты немножко вот сюда можешь пройти, то есть вот как раз эти два гоблина, они пробегают, вы здесь стоите Я в хотел проходе, пойти, а вы замираете, подожди. Ты знаешь, ты видишь, мне просто очень много надо сделать действий, поэтому пока просто посмотри. Ты смотришь вот сюда, ты видишь еще одного гоблина, значит, здесь уже двое, да, условно говоря, вот сюда побежали. Раз, два. И ты слышишь какой-то лай, который раздается вот откуда-то отсюда. И ты видишь, как большие лапы какого-то большого, знаешь, такого лютоволка. Его голова показывается из темноты, его глаза и клыки горят. И ты понимаешь, что он выглядывает, знаешь, он принюхивается, так скалится. И так рычит и принюхивается и смотрит. А гоблины, они сбежали вот туда вот вниз. Они осматриваются пока здесь и ищут, кто же издал этот звук. Что ты будешь делать? Лотар, что будем делать? Я хрен его знает, что делать. Надо подумать так. Впереди собака, да? Большая. Она может нас учуять. Так. Слушай, а тут еще каких-то булыжников нет? Может, мы попробуем этими булыжниками просто в этих бедолаг, которые сейчас ушли вниз, просто покидать с моста им на голову? И чё? Ну, я не знаю, я просто пытаюсь сейчас что-то придумать. Мы пойдем туда, откуда выглядывает собака, или мы пойдем из пещеры обратно? Пойдем собаку Пока вы резать. говорите, эти гоблины, они проходят вниз туда, они пошли осматривать. Один свернул, нет, не свернул здесь высоко, они внизу сейчас. В общем, они пошли к выходу из пещеры, они скрываются где-то там. Ты труп куда пошел у тебя? Труп-то у тебя куда пошел? Какой друг? Труп! У тебя труп ушел. Да вроде нет, они вроде все живые, все трое. Все живые. Труп у Не-не-не, тебя труп ушел. там, труп вот он. Ты его, да, ты его увез. А ты Да его он увезла. трупак, я им не играю. Он просто зацепился. Давай я его сделаю вообще каким-нибудь этим. Я его убрала в другую комнату. Просто Ну, зацепился. слушай, в моем понимании, как бы они должны около трупа столпиться и там пока слушай, это. да, молодец. Да, Ну, они в моем понимании должно увидели так выглядеть. тело вот этого товарища. Я просто про него забыла. Ну да, раньше, как- да. да. Они Вот просто как-то сейчас так. под мостом стоят и осматривают и о чем-то переговариваются. Да. А мы тогда пойдем собаку резать. Подожди, если ты пошел резать собаку, тогда бросай на инициативу. Ну, давай. Бросил. О, Ну ничего, Ладар 18. у меня прух сегодня прям, да. Сейчас Я сегодня сама инициатива и вообще сама везучесть просто. Ничего страшного в этом нет. Лотар бонусным действием подходит к волку и атакует его с кимтаром.
О, это даже на попадание там было плюс 4, значит, это 22 на попадание. Это однозначно попадает. Так, сейчас давай посмотрим, что у нас. И он наносит 3 единицы урона. И Лотар, пожалуй, впадает в ярость. Вот так вот. Бонусное действие. Волк ранен, но не сильно. Сейчас, поскольку вы выпрыгнули на него, он застигнут врасплох сейчас, он вас не видел из темноты, вы просто практически выскочили на него, поэтому этот волк пропустит первый свой ход, и давай твой ход. Я впадаю в ярость Ага, и бью волка. давай. Не тот кубик. Ой, На атаку сначала, на попадание. что там? О, 20. Чистая у меня. 20! Я тебя поздравляю! Давай бросай 2 кости урона. 2. 2. Ну, То есть подожди, это там уже у тебя получается- плюсы какие-то были. Ну да. То есть это получается 4-1, Во- 4-2, это как 8. минимум 8. 8, да, игру 8, да? Ага. Так, сейчас, подожди, у меня супер математика в голове. Он выглядит сильно раненым. То есть практически он уже, ну, прям из него хлещет кровь. И Лотар, он видит, как у тебя все получается, он еще раз размахивается. Он попадает по этому волку. И у него получается его добить. Отлично. Так что все, класс. Ну, мы ищем лут наш. Где наш Слушай, хабар? здесь пока, давай я тебе открою еще немножко. Все, что здесь. Смотри, ты видишь сейчас в этой комнате такой 2 бассейна, скажем, тот, который нижний, там уже воды практически нет. Это просто, ну, чисто из верхнего вода льется, ну, к вам. Вот. А в верхнем бассейне там, знаешь, его... В общем, смотри, какая история. Сейчас гоблины, которые ушли вниз, они, вероятно, сейчас стоят вот где-то около этого тела, то есть, ну, как в ручье. Ты видишь, что вот этот вот верхний бассейн, где течет вода, вот эта вот стенка, которая переграждает, ну, как его отделяет от второго бассейна, теоретически, если ты выбьешь там опоры определенные, да, в котором эта вода хлынет вниз, и, скорее всего, точно так же вас тогда вынесло вот тем самым потоком, скорее всего, был опустошен так первый бассейн. Ну, когда, помнишь, вас вода вынесла, сбила да. с ног, и вы Да. вылетели вот Да, наружу. помню, да. То есть, если сейчас ты второй бассейн точно так же сможешь освободить, то, скорее всего, эта волна теоретически сможет сбить вот этих гоблинов, которые внизу там. Если ты хочешь, конечно. Я просто Ну, да, рассказываю тебе то, что ты видишь. Да, конечно. Давай так и Давай. сделаем. Ты Чё мне подходишь, значит, к вот этому бассейну, значит, своим скимитаром ты, наверное, берешь и так делаешь так, чтобы вышибить эти подпорки, ты делаешь это силой, давай посмотрим. Ну, я думаю, что там нормально, там будет все хорошо. Это несложное задание, то есть это, в принципе, не стоит даже тут ничего бросать, никакие. Знаешь, высвобождается просто стихия в этот момент. Здесь было достаточно много воды. Она с шумом просто скатывается вниз. Ты слышишь крики гоблинов. Сейчас мы посмотрим, какие проверки они должны сделать и что с ними стало, я вам сейчас расскажу. Так, чтобы они смогли удержаться, они могут сейчас отпрыгнуть, им нужно сделать спас-бросок ловкости со сложностью с определенной. Сейчас посмотрим. Ты знаешь, одному гоблину удается отпрыгнуть от этого потока, все остальные попадают в этот поток, их сбивает просто с ног, и они несутся
Туда, так, подожди, давай еще. Это еще проверка силы должна быть. Так, и эти гоблины оставшиеся, они их выносят куда-то, знаешь, там ты просто слышишь какие-то крики, ну, отдаляющиеся. Они их, короче, этим потоком воды унесло куда-то вниз. Вот. Ну, то есть на выход из пещеры, скорее всего. Так, сейчас я сменю. Что эта штука? Дальше ты пока не знаешь, что происходит. Тот гоблин, который стоял, ну, как бы ты слышишь его крики, но, судя по всему, да, знаешь, там что-то происходит, там какой-то шум. Вы слышите то ли какое-то шипение, то ли какое-то чьи-то крики. В общем, какая-то там бойня завязалась. Ну, Лотар такой: слушай, ты знаешь, мне кажется, я то, что слышу, похоже, там змея пробудилась, та, которая там сидела, и, похоже, ей не понравилось то, что там эти гоблины там шумят так сильно. Так, ну что, давай посмотрим, что там дальше. Я вижу здесь какой-то поворот. Вы проходите дальше. Вы видите комнату. Так, давайте я покажу нашим зрителям, а то я немножко увлеклась. Нас ничего не видят. Вот так. Бросайте на инициативу. Девять. Первый ходит Лотар. Он смотрит, что здесь назревает явный конфликт. В этой пещере, если что, ты видишь костер, который горит, ну, ближе, наверное. Ну, ты видишь, он здесь нарисован. Там, где ящики, ты знаешь, это больше похоже... Но здесь есть сундук кованый, вероятно, в котором ваши вещи сложены. Ты видишь здесь какие-то бочки, ящики, они раскиданы по всей абсолютно вот этой берлоге. Ощущение, знаешь, это все выглядит как, ну, не знаю, груз каких-то торговцев, вот так вот. То есть это больше какие-то, ну, торговые ящики, в которых обычно торговые люди перевозят, ну, свои товары. Как-то так. Я думаю, что я все предельно понятно сказала. Лотар, он подбегает к этому медвежатнику, и он пытается его атаковать своим скимитаром. Лотар выбрасывает чистую единицу. Знаешь, когда Лотар пытается его атаковать, Лотар впал, кстати, бонусным действием в ярость, если что. Ну, у него, по-моему, до этого была. Но если что, он впал в нее. Он пытается... Он, видимо, слишком разозлился, и он как-то, знаешь, он опешил, не ожидал здесь увидеть этого чувака, либо он с ним ни разу раньше их не встречал. Багбир уворачивается, и он, знаешь, в то время, когда он уворачивается от удара, у него получается как бы ненароком, но Лотара задеть, и Лотар получает единицу дробящего урона. То есть у него, видимо, у этого товарища был Моргенштерн уже раскручен, и он просто, когда уворачивался, ну, как-то так получилось, что этим Моргенштерном он немного задевает Лотара. Вот как-то так это выглядело. Вот. Но для Лотара это только царапина, поэтому... Подожди, он же в ярости. Ну, слушай, я не могу единицу урона поделить еще напополам. Это все равно единица. Математика, черт побери. Я могу сказать, что он получил 1/2 урона. Но, блин, это уже, знаешь, это душнилово. Давай не будем такими вещами заниматься. Дроби не будем уже считать. Но я учту это, ладно? Знаешь, как это, что это все равно царапина такая. Это все будет учтено. Давай, твой ход. Что ты будешь делать? Я его окружаю, я переместился. Молодец, ага, давай. Атака? Я его окружаю и кидаю с преимуществом на атаку. Верно, давай. 8 и... Да, 8. Блин, я так надеялась, что 14 будет. Ну хорошо. 8 это неплохо, это 12 на попадание. Но, слушай, это не попадает. Этого товарища, он недаром, в общем, скорее всего, верховодит у этих друзей, потому что он очень мощный. Ты знаешь, этот Багбир,
Я думаю, что он все-таки попытается своим Моргенштерном ударить одного из вас, и, скорее всего, это будет Лотар, по кому он будет пытаться попасть. И, к счастью, он промахивается. После этого Лотар пытается все-таки ударить в него. Я думаю, что это... Сейчас, подожди секунду. Да, это успех. Это 5 единиц. Подожди, 5 плюс 2 это 7 единиц урона. Однако ты видишь, что... Да, этот Багабир, он ранен, но он настолько крепкий, что приличный удар Лотара не причинил ему практически никакого вреда, и этот Багбир вполне себе неплохо себя чувствует и может сражаться дальше. Что ты будешь делать? Бить его буду, что я буду делать? Не смотреть же на него. С преимуществом кидаю на атаку. Я могу забыть. 11 и 10, 11. Ну, соответственно, 11 плюс 4. Это получается 15. Слушай, ты знаешь, ты размахиваешься, ты буквально в миллиметре от этого Багбира. Твое оружие пролетает прям в миллиметре, но Багбир все равно умудряется уклониться от твоего удара. Он разворачивается к тебе. Ты просто такой: ну что, я вижу, ты любишь поиграть. Ну что ж, прощайся с жизнью. Могучий Грол наградит меня за то, что я принесу его в ваши трубы. И с этими словами он размахивается. И с особой жестокостью просто, знаешь, Моргенштерном просто огорашивает тебя по голове. И это 18 на попадание, 6 единиц урона. То есть 3. Да, кстати, это дробящий урон, так что, да, считай там. Да. Убавишь себе, Хорошо. да? Уже. Ага, спасибочки. И на этом ход Лотара начинается. Лотар видит... Ну, собственно, ничего другого не остается, значит, как тоже атаковать. Слушай, он промахивает. Подожди, он с преимуществом. Давай, с преимуществом. Это еще хуже, чем было. Слушай, он от ударов Лотара уворачиваться умудряется. То ли Лотар сегодня не в настроении, то ли он уже настолько утомлен этим приключением, что он уже просто не видит, куда он бьет. Давай твой ход. Мой ход. Ну что, на попадание кидаем? Давай. Что там, 15 и... 15. 15-15. 15 и 15, да. Соответственно, 15 плюс 4, 19. Это попадает. Давай бросаем на урон. Ну, 5 плюс 2, 7. 7. Плюс 4, наверное. Ты владеешь этим оружием. Плюс 4 ты должен прибавлять. Подожди, это же урон, это урон. Я на атаку, правильно? Да. Только 2, значит, ты прибавляешь, все правильно. 7, да? 7, значит, да. Да. Мне просто очень хочется, чтобы вы победили, я уже видела, пытаюсь просто все, что носилось, все, что знала, да. Нам подыгрывает, я понял. Спасибо. Так. Ты знаешь, Кларк... это товарищ зовут Кларк, он про себя говорит в третьем лице. Он просто такой: Кларк никогда не проигрывает. Он начинает истекать. После твоего удара он истекает кровью просто. Ты видишь, что он уже серьезно так ранен. Знаешь, видимо, ты попал в какой-то очень жизненно важный орган, потому что у него на какой-то момент просто он не может вдохнуть. Он делает это с большим трудом. Из него просто течет кровь, у него изо рта просто какая-то, знаешь, капает струйка крови. Он начинает хрипло дышать, ему это дается с очень большим трудом. Он откашливается, схаркивает кровь на пол.
И в этот момент Лотар тоже пытается нанести ему удар со спины. И это просто... Подожди, я сейчас с преимуществом брошу, вдруг будет 20. Нет. В общем, Лотара получается воткнуть в спину ему свой скимитар. И это 5 единиц урона. Кларк воет от боли. Что ты будешь делать? Как ты будешь его атаковать? Ты видишь, что ему немножко буквально осталось. У него А он очень должен плохо. ходить. Или нет? Сейчас же его ход. Нет, он ходит после тебя. Так подожди, я ударил, потом, соответственно, Хэнк ударил, а сейчас снова я? Да. Я просто очень быстро играю, поэтому вы так быстро ходите. А, Не удивляйся, вы просто втроем. а, Не теряем окей. темп игры, давай. Окей, да, хорошо. Значит, я кидаю на попадание, что? Ага, давай. 1, Да подожди, у тебя преимущество. ну да, видишь? 14. 14 плюс Это плюс 4, 18. это попадает. Давай, атакуй. Хо-хо, прекрасно. Супер. Вот. Слушай, ему прям Я- очень плохо. Ему прям плохо, но он еще жив, у него буквально вот чуть-чуть осталось. Но он уже все, это уже предсмертные хрипы уже пошли. Он просто истекает кровью, просто ему очень плохо. Ага. Так, ну чё, кто Сейчас ходит? я думаю, что он может. Он попытается, он ценит свою жизнь превыше всего, поэтому он попытается от вас, ребята, сбежать. Поэтому у вас есть шанс сделать атаку по возможности у вас двоих. Давай сначала это сделает Лотар, поскольку у него инициатива повыше. Он попадает и наносит ему 4 единицы урона, и он добивает этого Кларга. Он Отлично. просто, знаешь, с Кимитаром просто в последний момент он не дает ему уйти, он просто буквально вот всаживает, знаешь, уже на попадание, там неважно куда попадет, просто вот. Вот. И Кларк просто с ревом бухается на землю. Вы видите, как из его рта он практически булькает этой кровью, в него идет кровь изо рта, заливает все вокруг. Он хрипит. За меня отомстят. Могучий Грол убьет вас всех. Вам не жить. И с этими словами у него закатываются глаза и стекленеет взгляд. Его тело еще какое-то время бьется в конвульсиях и постепенно затихает. Вы с ним справились? Вы Отлично. слышите в глубине пещеры, что те гоблины, они там какая-то возня. Возможно, что сейчас к вам вернутся эти трое, или сколько их там осталось. В общем, я пытаюсь быстренько найти свое снаряжение, пока там... Да, знаешь, ребят- ты видишь, вот в том конце, где сейчас вот Лотар, да, если смотреть в сторону Лотара, за его спиной там стоит сундук, он кованый, но он не заперт, вот, так что ты можешь спокойно его просто подойти, посмотреть, что там есть. Ну, чем я и Ты занимаюсь, да. Я... подходишь туда, да, откидываешь крышку, смотришь, что да, действительно там похоже, ты узнаешь там свои вещи. Сейчас я тебе скажу, что там есть еще. Знаешь, ты забираешь оттуда все снаряжение твое, Лотара, Хэнка, и там еще есть, вероятно, какое-то. Кроме этого, смотри, запиши себе, что ты еще нашел. Да, записываю. 1700 серебряных монет, О, нормально. 150 золотых монет, Подожди, я еще так Давай, быстро не давай. успею. 1700 серебряных, Угу, 150 золотых, угу, 2 зелья лечения угу. и зеленого цвета статуэтку лягушки с желтыми шариками вместо глаз. Вероятно, она какая-то ценная. Она очень маленькая и легко может уместиться в кармане или в сумочке. Большой меч, такой длинный. О, отлично, нравится.
Да. А какой дамаг? Сейчас тебе скажу. Урон 2d6 рубящий. Он тяжелый, двуручный. А Забьешь? 2d6 это в смысле 2 кубика по 6 кидать? Да, да, да. Ага. Ну, оно двуручное, его надо. Ну, у тебя персонаж умеет обращаться с этим оружием, то есть он двуручник обычный. Я понял. Окей. Вот. Броня. Так. Броня какая-нибудь? Не, ничего. Больше Нет, нет. слушай, брони там нет, там только вот это все. Но зато вы восстановили полностью свое снаряжение, которое было у вас. Лотар берет свои вот эти 2 ручных топора, надевает броню, и вы слышите, как к вам приближаются 3 гоблина.